крупнокалиберный переполох. Изучаю тут местную фауну, и надо сказать, я удивлен, что солдаты в прошлый раз не нашли больших деревьев для вьетнамского эксперимента. Вот сколько это дерево? 35 сантиметров. Спилить его надо, по идее, бы. Не заводится. Вы, наверное, правильно подумали о том же, о чем и я. Что, если не заводится пила? Вот в чем вопрос сегодняшней программы. Кора. Немножко пробил скользом. Вот мы ее полностью выковыряли. От ПМа смело можете прятаться. Но у меня немножко иная задача. Я хочу это дерево спилить. И у меня есть калибр помощнее. Сколько нужно выстрелов из 12,7 с бронебойным сердечником, бронебойно зажигательным. Это и не только это я хочу сегодня проверить. Удастся ли у меня срубить дерево при помощи РПГ-18, РПГ-22. Все это сегодня в выпуске. Для того, чтобы проверить одиночным для начала, нам необходимо один отсюда убрать. Потому что утес — это ведь пулемет, у которого нет режима одиночной стрельбы. Бронебойно-зажигательный БС имеет большую бронепробиваемость, чем Б-32. На 700 метрах он способен пробить до 20 мм, например, стали БТР. Одеваем наушники. Все-таки эта машинка мощная. Снимаем предохранитель. Вводим. Кора мешает нам определить, каким было все-таки пробитие. Дерево чуть не снесло. Небольшое отверстие такое. Я, честно говоря, думал, что оно будет гораздо больше. Оно и с этой стороны зашло, и с этой стороны вышло. И вот выходное отверстие. Вот оно. Получится ли расстрелять это дерево, чтобы оно свалилось? Желательно, чтобы не на камеру, конечно же. Но сейчас мы и проверим, можно ли при помощи утеса пилить деревья.
Вот дрянь. Очки слетели. Микрофончик тоже. Знаете, о чем это говорит? О том, что не очень-то идейка стрелять из утеса по дереву. Прятаться за ним точно не следует. Это я, кстати, заберу на зажигалке. Посмотрите на попадания. Они, в общем, не такие внушительные, как мне казалось. Дерево как будто бы поглощает всю энергию в себя и просто какие-то небольшие дырки. Сзади стоящие деревья разлетаются в щепки от каждого попадания. То есть вот такие вот он сносит только на раз. Просто как брызги шампанского здесь дерево выглядит. Но тому большому дереву просто наплевать на все мои усилия. И мне это не нравится. Я поставлю утес ближе и постараюсь хорошо его придавить, чтобы кучность была лучше. И тогда, может быть, мне удастся его завалить. Он дерево. Дерево поет. 35-сантиметровое дерево стоически переносит все натиски этого утеса. Это ведь не просто дерево, это ведь акация. Она, можно сказать, даже попрочнее дуба будет. Вот на этот пригорочек занесу ее. Прям вплотную поставлю практически. Нужно хорошо придавить его. Согласен, вы скажете, ни хрена это не удержит. Но у меня немного вариантов. Хоть как-то. Расстояние 3, 4, 5, 6, 10 метров. Стрелять буду вот сюда. Теоретически, если оно вдруг внезапно упадет, она может упасть на меня. Кажется, миф разрушен. Как бы я это дерево сейчас не пытался сломать, оно продолжает стоять на своем. Ну что ж, давайте детальнее посмотрим. Безусловно, кучность повысилась. Видите, оно такое типа раз. Я сквозь эти дыры вижу даже свет с той стороны. Но это никак не помогает мне в этом эксперименте. В общем, стоически переносит дерево с этой стороны. А что с обратной стороны? Маленькие деревья отлично пилят утес. Вот такие вот ошметки остаются. А с этой стороны вы посмотрите, что у нас. Знаешь, если бы сюда садануть еще раз 10 так, наверное, вышло бы неплохо. Вышел бы толк, но чувствую, время пришло. Время пришло. Время больших калибров. 12,7 бронебойка Утес НСВ не справляется с задачей распиливания этого дерева. РПГ-18 Муха 64 мм калибр, возможно, справится. Буду стрелять под самый низ этого дерева, чтобы наконец его свалить. Чтобы свалить отсюда уже с чистой душой. Ужинать. Раздвигаем. Взводим вот так вот ее. Оп, оп. И она готова к стрельбе.
Ну и мазилы. Аж очки слетели, блин. Пойдем посмотрим. Командант попадает таки в дерево. Что, в общем, вы можете записать мои услуги. Заслуги, точнее. Да что ты, черт побери, такое несешь? Элементы самой ракеты здесь присутствуют, такие алюминиевые осколки. Все это выглядит так, как будто его просто чуть-чуть шарахнуло. Но этого явно не хватает, чтобы его свалить. Вот, оно прошло. Видите, такое какой-то окрас, такой даже красный здесь остался. Вот, и в общем и целом нужно, наверное, штук 10 таких, чтобы оно превратилось в труху. Да. Хоть, блин, заводи пилу. Ну что ж, у нас есть еще один сюрприз. Сердце гибнет, сердце гибнет. Да, в бензовоз я пел, в муху я пел. Не складывается обратно. 64 миллиметра нам не помогли. А что насчет старющей, заржавевшей РПГ-22 Нетто? 72,5 калибр. Она настолько заржавевшая, что впору снимать с ней видео про восстановление Нетто. Но посмотрим, насколько советское оружие, которое проржавело в хлам, способно выстрелить спустя многие-многие десятилетия. Are you ready? Меня даже в наушниках, блин, оглушило. Посмотрим. Попадание. Десятки лет томилась она где-то в сырости, в болоте в каком-то. Откопал я ее таки, и она вхерачилась вот сюда вот таким вот образом. Такие осколочки тут и все такое. Зараза, как стоял, так и стоит. Ну что ж, друзья, этот эксперимент доказывает только одно. Если вы забыли бензопилу дома, вернитесь за бензопилой. С вами был крупнокалиберный переполох и охренительно мощное дерево. Чертовщина какая-то. Да твою ж дивизию.